Приветствую вас, дамы и господа, с вами Дон Стрэнджер, а это прохождение Horizon. Продолжаем на том, на чем остановились. Сразу говорю, последнюю серию я записывал довольно давно, и, соответственно, играл довольно давно, так что придется немножко повспоминать, что, куда, да почему. Ну, приблизительно я помню, я добрался до лагеря беженцев или верующих в какого-то монаха местного. Не помню. Класс. Я привык на нолик бегать. В Elden Ring. Так, окей. Бегать на L3. Так, и мне что по миссии? Найдите Савахара. Угу, то есть мне нужно забраться. Да. Сумеречный путь. Мне просто нужно забраться туда, наверх. И еще тут что-то неизвестное есть. Так, а с вами поговорить можно? Мы постережем тропу. Похоже, надо наверх. Окей. Так, вспоминаем что да как. Ага. Окей. Стрелы. Обычные стрелы, огненные стрелы. Как-то мне слегка непривычно. Я хочу немножечко быстренько... Нет, не так. Где? В меню? По-моему, инвентарь. Быстренько поменять местами оружие. Как это делается здесь? Типа огненный лук. Могу убрать. Могу заменить спирали. Ага. Ни в один лук я спирали вставлять пока не могу. Кстати, насчет спиралей. Одежда. Пустая ячейка. Могу заменить лечение при низком здоровье +1. Увеличивает значение постоянного увеличения. Ладно. Так, а в пустую ячейку у меня что-то есть? У меня есть ткани, оказывается, защитные. Защита от кислоты, от холода чуть-чуть больше. От ближнем бою рукопашка. Ну, холодом меня пока никто не бьет. А вот в ближнем бою вполне могут. Так что поставлю эту модификацию. Вау. Окей. Так. Я хотел поменять оружие. А именно, как это сделать? Убрать. И теперь выбрать. Я хочу поставить его сюда. Обычный лук был влево. Я хочу его сюда поставить, огненный. А обычный лук получается как раз-таки вот сюда. Прощу морозильную я хочу поставить сюда. Ну, электрический нитемет пусть будет вот здесь. Да, вполне. Так, сойдет. Так, плюс я вижу, что я не распределил 3 очка навыка. Так, что... Давай посмотрим-ка. Что лучше прокачать? В прошлый раз я прокачивал вот это. Высокий выстрел. Окей. Нужно научиться пользоваться им. Что тут еще есть? Мастер стрельбы. Так, окей. Мастер прилива отваги. Чтобы применить выбранный прилив отваги, откройте меню оружия на L1 и нажмите R1. Каждый прилив отваги дает вам уникальные преимущества. Так, а у меня тут получается восстановление концентрации. А тут еще веерный залп какой-то есть. С какого-то странного арбалета, которого у меня еще нету. Взрыва стрел. Ладно, что касаемо здесь. У меня тут почти прокачано вот это. Лечение. Может быть, стоит вкачаться сюда? Так, вместимость подсумка для лекарств больше. До 14 лечебных ягод. Ну, так как играю на высокой сложности, давайте-ка прокачаем. Так, окей, прилив отваги. Вы открыли свой первый прилив отваги. Удерживайте квадрат для выбора. Выбрать... Ага, навык освоен. И что он делает?
Выпейте особое зелье, которое восстанавливает здоровье и снимает негативные эффекты. Восстановление здоровья каждые 2 секунды 30. Защита от урона в ближнем бою плюс 15%. Шикарно. Так, еще 2 навыка есть. То есть это качать особо не надо. Вкладываться. Или надо. Написано 3. Непонятно. Или я уже выбрал. Как это работает? Тройные дискометы. Прыгучие бомбы. Так, здесь что? О, я могу уже сюда вкачиваться. Эффективность зелий больше. А тут уже по 2 очка навыка требуется. Ага. Тут 1. Так, отвага при ранении. Когда враги наносят вам урон, вы получаете отвагу. Прикол. Ладно, там вкачались чуть-чуть. Что здесь есть? Повышение брони при... повреждение брони при скрытой атаке. Так. Лечение бесшумной атакой. Вряд ли я буду при малом здоровье кого-то бесшумно пытаться убить. Соответственно, я полечусь где-нибудь, а потом уже... Вот сюда я вообще не вкачивался. Пока что. Это, походу, самые ненужные навыки сейчас. Хотя тут оружие тоже прокачивается. Так, ладно, 2 навыка куда-нибудь еще прокачать. Повреждение брони при скрытых атаках. Или тихое перемещение. При движении вы проводите меньше шума. Производите. Окей. Да, давай вот это. Так, и что-нибудь в стрельбу, может быть? Нет. А это что? Это в рукопашный бой. Нет, это снятие всяких бомбочек. Опытный трофейщик. Я хочу что-нибудь, соответственно, в навык копья, чтобы ближний бой интересней было проводить. Понятно. R1, R1, R2. Крушитель. Вот что-что, но этим я сейчас мало пользуюсь. Так что... Где у меня лук? Восстановитель концентрации хочу. Да, вот это. Окей. Надеюсь, этого хватит. Так, итак. Огонь у меня вверх, получается. Так, вы выбрали прилив отваги. Приливами отваги называются необычные и очень мощные способности, которые могут переломить ход любого сражения. Для их применения вам нужно заполнить шкалу прилива отваги, совершая различные тактические действия. Заполнить хотя бы один сегмент этой шкалы. Откройте меню снаряжения на L1, что я сейчас и делаю, и нажмите R1, чтобы применить выбранный прилив отваги. Нету ничего. Недостаточно очков. Ага, понятно. Окей, понятно. Так, обычные стрелы влево, огненные стрелы вверх. Так, кислотные 8 вроде бы урона наносят. А у этого лука что-то непонятное. Ладно, мне нужна обычная эта стрела, и походу нужно сделать вот так. Окей, погнали вверх. Наконец-таки, спустя сколько? Почти 10 минут. Перераспределение, что можно было сделать еще в прошлой серии. Но нужно немножечко освоиться. И привести все в порядок. Так, что тут у нас? Просто путь вверх? Ничего более? Это часть лестницы. Лакеша была права. Тропа разваливается. Окей. Так, стоп. Она что-то может сказать по этому поводу? Сломалась недавно. Наверное, когда по ней карабкался Савахар. Угу, окей. Так, мне кажется, или... Ух ты ж... А что, так можно было? Окей. Мне кажется... Куда? Элой, ты куда? Зачем было так делать? Ладно, кажется. Хотя, может быть, и
не кажется, и нужно будет звук чутка убавить. Так, это я куда попадаю? Не звук, а музыку. О, допрыгнула. Вот это да. Ресурсики. Окей, взрыв паста, еще что-то там. Ух ты. Вот это вид. Я там, по-моему, был. Получается. Ага. А вон и буревестник. Здесь дальше никуда не забраться. Окей, значит, идем дальше по тропе. Я допрыгну до тех балок, если оттолкнусь от скалы. Прыгнув рядом с вертикальной плоскостью и нажимаем... То есть я могу сделать так и вот так? Серьезно? Такой паркур появился? От обычной стенки? Ну-ка, еще раз. Например, вот здесь. Раз и раз. Нифига себе. Ну, как бы забраться повыше? Тихо, 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 тихо. Элой. Красильщику это пригодится. Окей, здесь еще подъем. Погнали вверх. Видимо, лестница обрушилась после Савахара. Опачки. Нужно найти другой путь. Зеленец. Да. Пока еще не знаем, куда применять. Или кому продавать. Но уже 2 зеленца есть. Что? Нифига себе. Нифига себе. Казалось бы. Ладно. Сломанный мост. Попробую перепрыгнуть на другую сторону. Тут можно спуститься. Вот таким вот образом. И забрать какое-то растение. Лазурник. В самый низ мне не надо. Ведь так? Ведь так. Окей, а я могу просто вот разбежаться и прыгнуть? Вот и все. Сколько крови. Э, Савахар ранен? Похоже, он сильно поранился на мосту. Боюсь, он в беде. Остался след. Визор. Вот и буревестник. Я близко. угу. Буревестник и куча машин. Савахар, наверное, их обошел. Я могу прокрасться мимо или перебить их. Как вариант перебить их. Можно без проблем, я думаю. А там что за место на карте? Интересно, туда можно попасть? Самое интересное, походу, последний раз, когда я записывал, вышло, по-моему, уже 2 патча для игры. И карта грузилась, ну, жутко медленно. А сейчас прям раз, и карта загрузилась. Ха-ха! Ура! Они решили эту проблему на PS4. Хотя я не знаю, как там на PS5. Что это было сейчас? Понял. Отобразить путь. А это что у нас? По-моему, там достаточно глубоко. Точка зацепа. Наверное, можно спрыгнуть. То есть можно спрыгнуть, можно вот так перелететь. Как хочешь, делай. Спрыгнуть и по воде там проплыть. Так, а если тут бежать?
то тут есть ящики с ресурсами. Я выбираю ящики с ресурсами. А на дне там ничего нету, кроме рыбок, да? О, там что-то есть. Окей, если идти этим путем... Ладно, будем разбираться. Как с ними разобраться. Так, ну, вон вижу кустики. Можно быстренько до них добежать. Вот таким вот образом. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, а какого он уровня? 8-го. Интересно, смогу ли я его сваншотить? Так, кислотные бомбы у меня есть. Дымовые. Так, тихо, 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 тихо. Так, ну как минимум я быстренько его прибью. Наракопа. Так, тихо, 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 тихо. Ресурсики не помешают. И опа. На нем там черепок был. И тем не менее я его убил с первого раза. Ресурсы не помешают. Так, окей. Ага, так. Отобразить путь R1. Ага. Так. И делая раз. И уходим в туман. Или куда? Сюда. Никто и не заметил. Окей. Так. Больше тут особо ресурсов я не вижу. Ну, всякие лекарственные растения. И все. Что-то такое ощущение. Я все-таки хочу немножко уменьшить звук. Так. Громкость музыки и громкость эффектов на 80% поставлю. И что-то это разницы не дало. Ладно, сейчас быстренько наракопа убиваем. Тот даже не заметил. Отлично. Так, ну и последнего добьем. Потихонечку. Ресурсы с машин не помешают. С ними покончено. Да. Ну и дособираем то, что тут осталось. А тут что? Отправлено в хранилище. Нужно где-то прокачать не хранилище, а чтобы в сумке больше помещалось. Так, а если бы я сюда спрыгнул? Так, а можно тут нырнуть? Да, можно. А толку? Тут ничего нету. Класс. Плавать мне здесь в новой части Horizon очень даже нравится. Это что, камень? Ладно. Лучше такие ресурсы. Да, Элой, успокойся. Хватит паркурить, когда не надо. Вот когда надо, она не паркурит. Больше лекарств, богу лекарств. Так, можно туда пойти, а можно сюда сходить. Это что за место такое? Вау. Ух ты, нифига себе. Тут статуя была. Бочки. Прикольно в бочках.
осколки хранятся. Ага. Этим я смогу спуститься. Надо же, возвели тут статую когда-то. Но голову снесли, значит, это был, наверное, тот самый король, тиран, так сказать. О, отлично, сохранение. А это Сохранимся. Самохар. Да, ему досталось. Так, самовар. Погоди, Этот пигмент неплохо ложится на броню. спасибо. Пигмент там, так далее. Ну что, давай, самовар, говори. Какого фига ты тут сидишь? Солнце надо мной. Истинное солнце предо мной. Укажи мне путь на закате. Истинное солнце надо мной. Ты должно быть Самохар. Истинное солнце предо мной. Укажи мне путь на закате. Нет. Нет. Сосуд должен быть пуст. Для обретения откровения. Тебе нужно не откровение. Тебе нужна помощь лекаря. Поднимаясь, я заметила, что часть пути разрушена. Так ты и получил раны? Моя боль тоже часть ритуала. Ты тяжело ранен. А твои люди не могут долго ждать. Обломки буревестника ничего тебе не подскажут. Ты не понимаешь знамения. Он упал. Здесь, у маяка. Мне нужно лишь увидеть путь в сумерках. И мои люди найдут свой дом. Окей, что за сумеречный путь? Что, по-твоему, здесь произойдет? Если ты пробудешь здесь подольше, солнце тебе что-то покажет? Путь к новому дому. Упавшая машина означает, что буря уже позади. И спасение близко. Или какой-то озерам сбил ее, и она упала на башню. Угу. Так, твоя рана. По-моему, у тебя пробита легкая. И это не вылечит молитвой. Солнце поможет. Я не потеряю веру. Меня бы больше беспокоила потеря крови. Твои люди. Послушай, Лакеша делает все, что может, но... Нападение машин. Злые озерам. Орден испуган, Самохар. А последние лучи заката сожгут их страх. Это вряд ли. Окей, пора возвращаться. Твои люди беспокоятся за тебя. Им нужно укрытие. Безопасность. Истинное солнце надо мной. Истинное солнце предо мной. Укажи мне путь на закате. Похоже, ты смотрел на спасение все это время. Истинное солнце надо мной. Надо бы забрать сердце этого буревестника. Да? Угу. Окей. Блин, а я так и не сходил туда. Вот сюда не попробовал сбегать. А, бежать недалеко. Ну-ка. Хочу проверить, можно ли туда забраться. А то, я так понимаю, я сюда потом еще и не вернусь. Лекарство пропустил. Ну, там какой-то водопадик. Ну-ка. Можно ли как-нибудь сюда забраться? Или тут... Да, можно. Почему ты присела, Элой? И что тут? Просто конец карты? Или, может быть, разработчики лут припрятали?
Нифига себе. Вот это я забрался. Так, а можно еще дальше? Походу здесь все. Тут конец. А если так? Не получается. Багуем. Ха-ха, вы пошли не туда. Ладно. Ау. А докуда хоть я дошел? Еще бы сюда было бы неплохо. Ой, как хорошо, что карту они сделали все-таки, а. А то по 10 секунд ждать, пока карта прогрузится, это, конечно, было не очень хорошо. Так, по-моему, быстрее было бы все-таки бежать. Так, ну запрыгивай. Окей, теперь нужно попасть туда. Ну, тут я видел... Ага, вот. Это... Хотя можно было, наверное, просто перепрыгнуть. Тут есть зона. Получается, в той стороне. Ладно. Ого, высоко. Сердце буревестника высоко ценится. Хватит накормить всех беженцев. А он выбрал солнечный удар и молитвы. Почему каждый жрец считает, что слепая вера — ответ на все? Трава, трава, трава. Какая-то интересная трава. Так, а можно вот туда зацепиться как-нибудь? Ну ладно, фиг с ней. Хотя это надо там спускаться, наверное, как-то. Как-то я не с той стороны забрался, нет? Не кажется ли? Траву забери. Элой. Отлично. Сундук. Хорошо. Ресурсики — это хорошо, конечно. Но что-то их тут многовато. На каждом шагу. Собираться замучаешься. И собирать их замучаешься. Так. Пригодится для красок. Это тоже забери. Офигеть, высота. О, это так город выглядит, получается. Первый местный. Так, а тут где-то был разрушенный дом. Предтечий. Тут вроде бы. Или не тут? Или вон там? Нет, вон там. Прибываем. Фиг разберешь. А мне нужно, кстати, вон туда. Да. По основной-то миссии. А я тут побочками пока занимаюсь. Да. Так. Можно было и здесь забраться. Или просто перепрыгнуть, получается. Ладно, туда еще заберемся. Так, бочки. Я... Элой, ты чё? Ударь. По бочкам. Я так понял, в этих бочках есть осколки. Что ты делаешь, Элой? Да. Так, куда дальше? Просто наверх? Ну да. Азерам, следивший за беженцами, видимо, пошел за Толандом. Надо вывести их, пока он не вернулся. Азерам, следивший... Да уж, взять сигнальную линзу. Древняя линза. Какая-то линза. Ну, может пригодиться. Окей. Вот так. Денег за это сердце хватит на приют для всего Ордена. Немного еды и одежды тоже не помешает. Нифига себе, это сердце буревестника нынче столько стоит.
Так, а там что? Сундук был выше. Как туда попасть? Блин. Понятно, он был на балконе. Ладно, сейчас. Немного ресурсов еще дособирать не помешает. Где? Угу. Так, и как туда спуститься, чтобы не свалиться? Как-то по буревестнику? Вот так. Хорошо, что какой крепкий тут деревянный этот балкончик. Да, древний венок. Короче, ни о чем. Можно и так было сделать, походу. Угу. О, еще что-то. Савахар! Ты- Как самочувствие? Че кричишь-то? Мне нужно вернуться туда. Да сейчас вернемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лой, только не спрыгивай. Парашюта у меня пока что нету. Хм. А это куда ведет? Просто скалы. И по скалам по этим можно куда-то забраться. Там нету никаких сундуков. Там есть... кто? Кабан? Да, дикий кабанчик. Ладно. Погнали обратно. Угу, понял. Перепрыгиваем. И говорим ему, что все окей. Савахар? Только над Савахаром уже, походу, мухи летают. Да, фанатик. Ты сделал все, что мог. Покойся с миром. Я позабочусь о твоей пастве. Теперь у Элой будет... Нужно сказать Лакеше. И отдать ей сердце буревестника. Целая куча паств. Последователи будут бегать за ней. Вот это да. Класс. Собственная армия. Так, я так понимаю, теперь спуститься можно просто вот здесь. Ага. Так, аккуратно. И я спущусь прям в лагерь. Отлично. Надеюсь, я там все забрал. Как хорошо, что веревка такая длинная. Ее хватает. Так, это путь туда, наверх был. Окей. Вот он, Толанд, и его громила. Эй, Толанд. Иди от этого. Я великодушен. Так что дам вам еще один шанс облегчить свою участь и уйти. Мы не дадим тебе пройти озерам. Если выбираете бойню, это на вашей совести. Это так похоже на Карха, вечно все излишне усложняют. Ладно, парни, вы ее слышали. Отправьте совесть погулять. Подожди-ка, Толанд. Снова ты? У меня уже кончается терпение. Я подрезал крылья этому буревестнику. Обломки мои. Неважно, кто на моем пути, дикари Норы или оборванцы Карха Тьмы. Я их заберу. Так, право нашедшего. Только через мой труп. Не повезло. Давай вот так, через право нашедшего. Не знаю, что Я будет. слышала, закон гласит, что добыча принадлежит тому, кто ее нашел. То есть в данном случае мне. Я права? Ты забрала сердце? Я сбил буревестника! Я! Я права? Она права, босс. Заткнись, Луф! Ладно, твоя взяла. Все отлично. Мне не нужны эти обломки. Но этим людям определенно нужна помощь. Идем, парни. В скрежет горы. Мне нужно выпить. Нормально.
Не такие уж и злые. Ха. Фу. А то пришлось бы их Элой. перебить. И снова спасибо. Не за что. Возьмите это сердце. На выручку за него купите еду, одежду, укрытие. Может, даже землю для нового дома. Нифига Я- себе. Такие... На сердце Решение буревестника принимать раньше Савахан. вообще ничего не купить Нет, было. Мне жаль, Лакеша. Савахар не вернется. А тут оно супер золотое. Он умер. Я знаю, это тяжело. Но сейчас вам требуется лидер. Идите в Скрежет горы. Найдите местную кузнечиху Петру. Отдайте ей сердце. Она будет приглядывать за вами, пока вы не встанете на ноги. Найдите свой путь. Я постараюсь, Элой. Повесила Выбор у все меня на невелик. Петру. Вот, возьми это. Скромный дар, но, надеюсь, тебе пригодится. Скрежет горы. Что скрежет горы? Что? 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 Сумеречный путь. Окей. Опыт. 2 очка навыка. Откуда у меня еще 3? Доступна лицевая раскраска ученый Карха. Прикольно. И еще 1 очок навыка. Да, спасибо. Опять 3 часа будем распределять очки навыка. Так, что по заданиям? Так, теперь тут ничего не грузится нормально. Прокачаем куда-нибудь. Куда-нибудь. Мастер прилива отваги. Постоянное усиление. Ускоренное накопление отваги. Угу. Так, это в луке получается. О, это могу прокачать сразу. Тройной залп. Техника владения оружием. Так, наложение на тетиву сразу 2-3 стрел выбранного типа. При обычном выстреле все они выпускаются одновременно. То есть, ну, такой навык уже был в первой части еще. Угу. А что там дальше? Сбивающий выстрел. Окей. Так, что у нас по инвентарю? Что-нибудь, чтобы больше было инвентаря. Так, это тихие убийства. Наверное, в лекаре, да? Эффективность зелий. Сильнодействующие лекарства. Эффективность зелий. Да. Машины. Защиты. Стихийный урон. Интересно, где? Все-таки, может, здесь? Умелый ремесленник. Живучий охотник. Долгонасыщение. Во. Что-то интересное. Ловушки. Опять умелый ремесленник, живучий... Так, это что? Уменьшение урона при попадании в собственную ловушку. Понятно. Так, ну тут все... О, интересно. Резонаторный взрыв. Плюс. Увеличение урона от резонаторного взрыва. То есть это? Нет. А сколько требуется? 1. Я хочу прокачать это. И потом посмотреть, что вот это такое. Накопив полный заряд, нажимайте R2, чтобы высвободить его в цель. Затем выберите лук и выстрелите в энергетическую точку, чтобы нанести цели значительный урон. Окей, то есть будут появляться какие-то точки, в которые надо будет стрелять из лука. Так, критическая атака. Наносит больше урона. Кстати, это очень тоже в бою поможет. Может помочь, так сказать. Ловушки. А это что? Оружейная выносливость. Увеличение максимального оружейной выносливости. Чтобы применить технику владения оружием, прицельтесь L2, затем нажмите R1 для атаки. И вот это хочу. Не знаю зачем. Веерный залп. Окей. А я что, не могу? Не хватает просто очков навыка. Окей, с очками навыка разобрались. Активное задание. Доберитесь до света пустоши. Окей. Основные. Секачи отложено. Отложено до выполнения задания посольства. Крепость 32 уровня. В инвентаре всякое появилось. Спираль. Урон упавший
упавшим целям, плюс 15%. Это все в оружии. Еще какие-то ресурсы там и особые. Древняя линза появилась. Окей. Так. Усиление активировать. Только надо ли оно мне? Нет. Целебных зелий 3. Так, окей. Открыть карту. Что это такое и где оно расположено? Оно где-то под землей. И как туда попасть? Так, я сюда добежал. Это ближайшая точка. О, ресурсики. Нормально. Как же туда попасть? Получается, она где-то под землей, значит, где-то должен быть проход. Например, здесь. Кстати, раскопанный утес. Во. Надо туда вернуться. У меня есть огненные стрелы, которые я теперь могу применить. Там. Пока помню. А то, что я туда прибегал, когда у меня не было еще огненных стрел. И там были секачи. Надо спешиться. Погнали, посмотрим. Что теперь тут можно сделать, а что нельзя. Так, окей. Туда я забирался. Туда мне не надо. Мне нужно найти бочки взрывные. И, соответственно, таким образом открыть проход. Так, внизу. Внизу я тоже все собрал тогда. Окей, тут просто нужно оббежать сбоку и все. Надеюсь, ресурсы будут лежать на месте. И не будет такого, что я... Отлично. Ни секачей, никого. Отлично. Значит, просто придем и заберем ресурсы. Ага. Даже секачи лежат. И никуда не делись. Ну что ж, пробуем взорвать. Сейчас будет бум. Что? Не понял. Алло. Это как? Алло, я же взорвал. Да ладно. Я взорвал бочки. Может, там проход образуется? Ну, непонятно. Что за фигня? Я думал, должны балки были сломаться от этого взрыва. А тут больше нигде какого-нибудь прохода и нету. Странно. И взрыв такой некрасивый у этих бочек. Там есть ресурс. Ага. А вот и проход. Может быть, я просто этот проход не заметил. Тогда зачем здесь эти бочки взрывные лежали? Да, ну я и даю. Я просто, наверное, не заметил этот проход. Либо он все-таки этими бочками взорвался. Ладно, это можно будет только проверить, пересмотрев запись. Ладно, быстренько проверили. Какой-то ненужный хлам забрали. Надеюсь, нужный будет. Может быть, пригодится. Может быть, нет. Так, окей. Куда дальше? Ага. Отсюда пойду пешком. Какой пешком? Мы на лентороге.
Есть вопрос, но в вопрос попасть не могу. Очень странно. Так, ваше хранилище, верстак. Сюда. Здесь задание я пропустил, не выполнил. По сути, мне надо сюда. То есть по основной миссии сбегать. Тут было закрыто. Перекрыт. Что написано? Нет необходимого инструмента. Тут что-то есть наверху. Можно исследовать. Побежали наконец-таки в свет пустоши. И телепортнуться я туда не смогу. Так, а как путь-то? Я сюда, главное, на лентороге прибежал. А как спускаться туда? Ага, там дорога идет. Все, понял. Окей, побежали. Костров у меня там поблизости, по-моему, нету, так что придется бежать только так. А, это место. Добро пожаловать, странник. Так, и мне, по-моему, сюда. Здесь я все собрал. Опа, краны работают. Каменоломня. Кто-то там есть. Машина не может туда пройти. Ну, я, по-моему, там все собрал тогда, так что мне туда не надо. Так, сохраняться не будем. Там все равно по пути еще будут места, я думаю, где можно будет сохраниться. Какой цвет пошел бы моим доспехом? Так, окей, лентороги. Лентороги. А карта? Угу, зона обитания ленторогов. Я просто ее оббежал. Все нормально. Бежим по дороге, короче говоря. Кабан. Да, кабана не убить. Он слишком крепкий. Так, а это что за место? Кабанчик. Что еще тут есть? Вода. Ничего такого. Свет пустоши. Последний оплот Дома Солнца на границе с Западом. Наконец-то добрались. Это Горн Кархат. Наверное, возвещает. Окей, машину оставим снаружи. Так, Так, надо узнать, кто здесь главный. Но сначала мне нужны мои припасы. Да и осмотреться не помешает. твои припасы. Если в вашем инвентаре нет места, ну ладно, спасибо, это я уже знаю. Так, ты еще кто? Снова работаем. Керуф. О, спасительница. Скажи, ты случайно держишь путь не в безлюдные земли? Именно. Возможно. Почему спрашиваешь? О, ну что ж, скажу прямо. На Западе есть сокровища. Ничейные трофеи и древнее железо. А у меня есть отряд собирателей, знакомых с теми местами. А ты не боишься, Тенакт? Очень боюсь. Но в основном я веду свои дела в безлюдных землях. На нейтральной территории. Свет пустоши — наш перевалочный пункт. Когда его ворота не закрыты из-за посольства. Я надеялся, твое появление означает, что они скоро откроются. Ведь дела они ждут, знаешь ли. Я заинтересована в посольстве не меньше тебя. Поверь мне, я не сижу без дела. Это хорошо. Что ж, имей нас в виду. Если удастся открыть ворота, наш лагерь сразу за светом пустоши. Мы купим у тебя любые трофеи. А если нужны детали машин,
лучшие на Западе только у нас. Ладно. Тогда до встречи. Да, если откроешь эти клятые ворота. И все. Похоже, я не единственная, кто хочет открыть ворота. Контракты на сбор. Сохранение. Отлично. Так, это еще... сыграем в стычку машин. Ясно. Стычка машин. Это... Да, псевдошахматы. Псевдогерои. Пятые. Так, а это что? Да ладно. Повар. Повар. Угу. И можно было бы купить тут что-нибудь. Но мне можно только 2 ресурса. Так, если побегу наверх, что там? Исследуем, посмотрим. Солнце светит. Ярко. Ага. Целебные средства и травы. Окей. Так, это торговец зельями. Я так понял. Даже без всяких миссий. Да, можно купить малоцелебное зелье. 3 из 3. Или очищающее зелье. У меня тоже оно есть, но... Так, ресурсы. Выкупить. Лечебные ягоды накупить. Можно продать ему что-нибудь. Так, продажи на металлические осколки. Почему бы и да? Например, вот так. Это все идет на просто продажу. Ну, тогда все продадим. Надеюсь, тут нету разницы, какому торговцу продавать по ценам. Как и в первой части. Так, это что добывается путем? Что? Ключевые ресурсы для улучшения? Нет, конечно, нет. Ладно, торговец зельями. Ты нам особо не нужен. Ты находишься здесь. Опа, там была миссия где-то. Можно будет потом туда еще сходить. Так, это что? О, сколько тут миссий. Это что сейчас было? У меня мигнул экран. Странно. Итак, тут торговец броней. Окей. Броня? Да. Стиль? Да. Посмотрим. Ту же самую ли он броню продает, что и в предыдущей деревне? Так, исследователь Азерам. Да, походу то же самое. И у меня охотница Нора я купил. Так, редкий. Страж Нора. Да, я помню, он лекарствами обладал. Защита огня. Минус 20 кислоты. Что бы это значило? Ох, тут долго разбираться с этим всем. Спирали и ткани. Можно покупать спирали вместо выбивания их из врагов. Хм. Оружейная выносливость, так далее и тому подобное. О, продать. А могу спирали продать? Да, могу. Зеленые спирали. А почем? По 20. Это по 60, 40. Ну, пока не буду. Есть и то, и другое. Окей, есть новый. Так, это что? Как это запись? Новый носитель данных 5 из 39. И 100 пудов там какой-нибудь. Да. Пленение тени и тамена. Ну, кому интересно, ставьте на паузу. Читайте. Окей. Обычный. Мелкий лор. Расширяющий вселенную. Horizon, так сказать. Привет. Жизнь моей матери. Береги тебя, солнце. Зачем здесь вот это вот? То есть я могу здесь забраться. Но зачем? Чтобы что? Бабах. Ничего не вижу. Куда ползу? Зачем ползу? Просто чтобы полазить по... Да. Ой, короче, понятно.
Ничего такого. Свет пустоши. Так. Тут новое задание, тут основное задание. И туда бы еще сходить. Ну, это тоже хочу посмотреть. Но сначала... Там и Рэнд. О, Рэнд. И, похоже, он Сломанных ребер убрался. всегда. Ага. Господа, Нам пора. снимаешь напряжение? Если скоро конец света, не хочу быть трезвым. Ну так что? Ты ж спешишь, так что давай сразу к делу. Как дела? Как идут дела с тех пор? Как ты сбежала? Неплохо. Авангард крепчает. Помог Аваду собрать силы после битвы с затмением. Месяц шли в жилу похоронить Эрзу. А когда вернулся, мне поручили нянчиться с Вуадисом на пути на посольство. Думал, спокойно прогуляемся, но начался кошмар. Вас застали врасплох. Ты не виноват. Еще парочку выпью и поверю. Эрза? Я хотела узнать, удалось ли похоронить Эрзу как должно. Ну да, видела бы ты, сколько народа пришло с ней попрощаться. Половина была у нее в долгу, а остальным она спасла жизнь. В конце концов, все напились. В жизни не видал таких шумных поминок. Ей бы понравилось. Это верно. Точно. Она бы там всех перепила. Так, посольство, свет пустоши. Ну, давай, посольство. Что ты знаешь о посольстве? Да немного. Знаю, что Ават очень о нем печется. Настроился заключить союз с Тенакт. Но, как я понимаю, они не жалуют переговоры. Предпочитают дать слово клинкам и стрелам. Пойдешь на их земли, имей в виду. Они вспыхивают в момент. Я это запомню. Свет пустоши. Что знаешь об этом месте? Гадкое место. Во время красных набегов Карха сгоняли сюда пленных запретного Запада. Счастливчики стали рабами. Прочие сгинули в кольце солнца в Меридиане. Жертвой солнцу. Именно. Тенакт все тут разнесли, когда выгоняли Карха из западных земель. Я их не виню. Теперь Азерам ремонтируют крепость. Но даже если заменить все камни, землю от крови не отмоешь. Угу, это точно. Пожалуй, мне пора. Ага, делать сложные элойские штуки. Только смотри, совсем не пропади там. Не обещаю. Я просто хочу сказать, что если буду тебе нужен, И я знаю, где тебя найти. И надеюсь, найду трезвым. это вряд ли. Береги себя, Элой. Так, ну и что тут по основной миссии? Расслабься, Парик. От Тенак тебя отделяет прочная каменная стена. Это ты тут главный? Нет, прости, не я. Тебе нужен командир Назар. Я Лаван, его помощник. Так, Элой из Нора, ради чего ты здесь? Ради посольства. Оно мой пропуск в западные земли. И раз уж Вуадис усердный прибыл, может, оно все же состоится? Да, жрец солнца. Те бравые парни его чуть ли не под руки привели. Кричал что-то про помятые свитки. Но посольство пока откладывается. Командир Назар дал сигнал о готовности, но шериф и Тенакт еще не протрубили в горн. Что ж, ясно. Тогда просто дайте пройти, у меня к ним дело. Не сомневаюсь. Но пройти не дам. Приказ командира. Обычно ворота открыты для всех, кто решается выйти. Собиратели Азерам, некоторые особо смелые Карха. Но из-за посольства проход сейчас закрыт. Он откроется, когда Тенакт уйдут.
Так, ладно, не будем долго разглагольствовать тут. Так, где Назар? Где сейчас командир Назар? Если он велел закрыть проход, уговорю его пропустить меня. Я провожу тебя, но должен предупредить. Командир не любит делать исключений, особенно в напряженные моменты. Ну, посмотрим. Так, погнали, погнали. Сюда. А тут, я вижу, кипит работа. Во время красных набегов Тенакту режете, процесс едва не встал. Но, говорят, одна Нора сумела с ней покончить. Просто помогла немного. Ага, уверен, Ульванд был в восторге. Первый, кто что-нибудь найдет, ставит выписку. Счастлив! Чего уставился? С дороги, солдат. Сэр? А можно побыстрее? Вот и командир. Вот, спасибо. Соберись с духом. Удачи тебе. Как нам вести переговоры с дикарями, у которых даже чиновников нет? Но чего еще ожидать от дикарей? Бу. Элой, кажется. Ага. Та, что убила ради тебя кучу машин. Она самая. Благодарим за службу. С нашей стороны посольство к работе готово. Так ты же подал сигнал. Обе стороны должны подать сигнал. Мы ждем, когда дикари протрубят в свой горн. О да, ведь с первыми лучами. Заткнись. В чем задержка? Племя Тенакт состоит из 3 кланов. Сколько знамен видишь ты? Будешь просто ждать? А куда смотреть? Узнай, что случилось. А, 2, вон там, походу. Это тебе не какая-то тихая глушь на востоке, откуда ты родом, Нора. Это запретный запад. Если не нравится, беги в Меридиан и пиши жалобу. В тот меридиан, что я спасла? Именно. Никто не пройдет, пока не прибудет 3-й клан, и Тенакт не протрубят в горн. Даже спасительница Меридиана. Я подожду. Пора действовать. Я подожду. Вам повезло. У спасительницы Меридиана есть тут еще несколько дел. Это да. А то такое ощущение, что... Стоит еще раз осмотреть преграды перед посольством. А еще Турлис сказал, что поблизости есть охотничьи угодья. А то такое ощущение, что если я сейчас нажму на... Типа, откройте ворота и так далее... То я сюда больше не вернусь, так сказать. Ну или вернусь только очень долго. Не знаю, короче. Все это, я надеюсь, узнаем в следующей серии. А на этом пока, пожалуй, хватит. До скорых встреч. Пока-пока.